Всем привет, это опять я. За моей спиной красивая река, а это значит, что речная рыбалка и зима. Я надеюсь, хотя бы пару рыбок-то попадется. Поехали. Вот она. Вот она, семиночка. Подтянем фрикциончик, чтобы она у нас сильно не бегала. Нет, перетянул. А она что-то забегала прям. Ой-ой-ой-ой-ой. Сошла. Но это ничего страшного. Главное, она тут есть. Так. Крючок в порядке. Вроде и фрикционил ее хорошо. Палка мягкая хорошо отрабатывала. Видимо, ненадежно куснула. Давайте продолжим. Рыба есть. Ну и как всегда, стоит только одеть Ариадну, ситуация меняется. Только, конечно, зимой это назвать сложно. Это какой-то карлик. Мелкий и довольно дрочливый. Сейчас мы. Только я хотел сказать, у меня с такими разговор короткий. Как я сейчас понял, что, возможно, этот карлик настолько дрочлив, что не получится с ним коротко. Опа. О, как дрозданул. Мелкий он. Не стоит таких брать. Ну, у него тут была подружка. Вот она. Вот она, семинка. На легкой палке такая буйная. Так, ладно. Не дадим ей особо буянить. Вывести на берег и ее выводить. Так, давай сюда. Хорошие кондиции. Прекрасная рыбка. Отлично, отлично. Отлично. Вот такая вот рыбонька. Фух. Позарилась таки на вертушку. Позарилась. Ну все, наша. Сменил я колебалку на вертушку. На этой точке я на вертушку одну симу поймал. И еще был один пустой выход. Поэтому сейчас самое время прочесать это место колеблом. Вот она. Идея прочесать колеблом была своевременной. Только мне что-то кажется, что это тоже не товарная сима. Да, так и есть. Это совершенно не товарная рыба.
давай уже. Мало того, что маленькая, так она еще и уже начала приобретать брачный наряд. Видите, у нее пошли такие малиновые полосы. Из этих полосок ее, собственно, японцы, а следом за японцами мы и называем вишневым лососем. Черри селмон. Вот она. Первый заброс в новом месте. Сразу рыба. Отлично. Отлично. От прошлого места с рыбой пришлось протопать. Нормально так. Ну-ка, покажись. Да, хорошенькая, товарная. Взялась на колебалочку. В эту поездку у меня колебалка изначально как-то ведет себя сильнее, чем вертушка. Хотя обычно я очень уважаю на вертушке ловить. Ну-ка, давай-ка сюда. Намоталась все, зараза. Да уж. Замотала наша. Сначала подумал, что у нее красные бока, но это был отцвет от красных гамаш на моих вейдерсах. Пробросал я эту трещину сначала колебалку, потом бросал вертушку, потом поставил другую колебалку. Ничего. То какие-то, возможные касания на уровне ощущений. Поставил резину, второй или третий заброс сидит. Уработалась бедняга. Мелкая и уже цветная. Ну-ка, давай-ка покажи все свои полосочки. Давай, давай. Вот такие вот красивенькие полосочки. Подкаменка, зараза. Подкаменка теребит резину. Из-за этого постоянно приходится ее стряхивать. Потому что она до крючка не добирается, но с резинкой в зубах стоит до последнего. Из-за этого портится проводка. Вот мне сейчас повезло, что финальная часть проводки, на которой клюнула сима, она попала на миляк, где было уже неважно, как глубоко идет резинка. И поэтому вот, собственно, поклевка и произошла. А если подкаменка треплет, ты у нее изо рта вырываешь, то резинка довольно быстро теряет горизонт и пролетает у Симы над головой. Давай-ка, причаливай к берегу, подруга. Давай. Странно работает резина все-таки. Здесь, грубо говоря, 2 заброса, 2 симы. А на предыдущих точках я пытался там после колебла и вертушек проверять всю резиной безрезультатно. Так что такая работает, конечно, но достаточно выборочно работает. Вот такая вот. Я даже не могу понять, есть ли у нее розовые полосы или это опять отсветы от моих вейдерсов. Вот стоит только камеру выключить, как скачет-то, а. Вот эту точку, вот, с которой сейчас симу поймал, облавливал сверху.
сплавлял резинку вниз. Ни потычки, ни выхода, ничего. Спустился вниз, забросил перпендикуляр. Первый же заброс, сидит голубушка. Вот что происходит, а? Ай. Уже конец рыбацкого дня. Я спрятался от дождя под деревом, чтобы, как всегда, коротенечко сказать, на что ловил. По поклевкам в самом низу блесна Супер Веспа от Риверолда в весе 5,2 грамма. На нее, по-моему, штуки 4 я поймал. На втором месте резина от Батона. Именно в таком цвете. Именно вот в такой форме. Именно на огрузке в 1 грамм. Другие огрузки, другие цвета, другие формы результата сегодня не имели. На нее поймал ориентировочно, ну, штук, наверное, 8 рыб. Так. Ну и предсказуемо, конечно. Она плохо начала. Это Миари Ариадна номер 1. Она начала очень плохо. Плохо на нее клевала. Но потом под конец, во второй половине дня, разошлась прям на ура, работала. Точнее, не так. В первой половине дня я был в одном месте. Она там работала плохо. Во вторую половину дня я переехал туда, где речка побольше, пошире. И вот там она раскрылась во всей красе. Так, плетенка Гёсен Дон Пепе номер 1. В самом начале плетенка и катушка была другая. В самом начале была 0,8 Варивас. Дело в том, что я переехал, и здесь зацепов больше, и я плетенку потолще поставил, чтобы продирать. Катушка Black Side Aviator в размере 2000. Катушка, удочка Maximus Legend 2-метровая до 7 грамм. Удочка арийная, то есть очень мягкая и лапшеватая. Специально взял для того, чтобы ощущения были пободрее, потому что, честно говоря, уже сему ловить немножечко поднадоело и хочется как-то это разнообразить. Ну и как все поняли, я уже дома. Вот это жарится икра семы. Я небольшой любитель делать из икры вот то, что все мажут на бутерброды. Я ястычную икру больше люблю жарить. А вот уже для семы готовы другие ингредиенты. Это не сегодняшняя сема. Этой семе уже где-то пара недель, поймана давно. С тех пор посолена и вылежалась в морозилке. Я вот ее разморозил. И вот уже ломтики мяса со шкуры снял. Сейчас вам покажу, что буду делать. Ну и вот в краткости рецепт. У меня есть армянский лаваш. Южно-Сахалинский сделан. То есть ниоткуда издалека не везли. Лаваш сверху смазан сливочным сыром. Сливочный сыр нужен и как для вкуса, так же как связующий компонент, а также как то, что не даст нашему рулету раскручиваться. Да, а у нас будет рулет. Дальше. Многие вот такой вот штукой чистят картошку и в принципе правильно делают. Но такая штука для чистки картошки также пригодна еще и для следующего. Наш местный огурец южно-сахалинский в тепличном хозяйстве выращивают на продажу. Делаем вот так. Оп. 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 Очень тонко, очень легко и просто. Доступно любому. Дальше маринованный лук. Это лук, с ним молотый перец, сахар и винный уксус. Оп-оп-оп. Лучка можно побольше бахнуть. Жалеть лук — это вообще грех. Так, теперь листья салата. Салат с кусочек земли. Салат с огорода моего друга Виталия Сергеевича. Поэтому салат вообще наисвежайший. А потом сверху на салат так вот ломтики рыбы.
особенно рыбы много бахать не стоит. Это все-таки такой должен быть довольно легковесный рулет. То есть не в плане там съел один рулет там и наелся. Лучше сделать много рулетиков, чтобы это была такая легкая закуска. Так, ну в принципе все, пора заворачивать. Так вот придавили, а дальше уже благодаря сливочному сыру лаваш хорошо прилипнет и будет прекрасно заворачиваться и не раскручиваться. Потом вот так вот от рулета, когда нужно, отрезаем ломтик. Приятного аппетита! Ну вот и все, собственно, что осталось после ужина. Да и эти, я думаю, сейчас прям доем. Ладно, всем пока-пока, до свидания.